them call and feel the rhythm. Joyful beats that heal the system. Healthy minds and souls unite. Арми, начнем с того, что мы ждали 2 года. И вот это случилось. Мин Юнги вернулся в Инстаграм. Один пост без подписей, просто он в черном, с гитарой. Казалось бы, кадр простой, но атмосфера сразу другая. Фандом пишет: «Finally, Yoongi is back. We missed you every second». Вопрос только в том, это возвращение ради приветствия, или это аккуратный спойлер к проекту. Мы задали этот вопрос картам Таро. Карты выпали очень мощные. Луна, Солнце и Суд. Это значит не случайность. Юнги специально дал нам знак. Дальше 9 жезлов, 6 мечей и король пентаклей. Это уже конкретная работа, музыка, подготовка проекта. И самое интересное, 3 пентаклей, 3 мечей и король кубков. Атмосфера фото не повседневная, а драматичная, с глубиной. Итог карт. Юнги готовит сольный проект, и электрогитара здесь не просто аксессуар, а часть будущего спойлера. Следующая новость — Рози. Ее клип APT стал самым быстрым в истории кей-поп, который достиг 2 миллиардов просмотров на Ютубе. 2 миллиарда. Это мировой рекорд, и фанаты буквально кричат в сети: «Queen of YouTube, we're watching history happen». Интересно, что Розе позже показала демо-версию этой песни, и многие отметили ее сила в честности и эмоции, которые слышны даже без финальной обработки. И, наконец, что обсуждают корейские порталы сейчас. IVE готовят новый релиз, тизеры уже пошли по соцсетям, и корейские фан-форумы кипят. Пишет: IVE are coming to take the charts again. This comeback will decide the crown of 2025. Параллельно обсуждают, кто из мемберов появится на модных неделях, потому что сентябрь для айдолов — это не только музыка, но и показы. Так у нас складывается картина недели. Юнги вернулся после долгой паузы и дал нам спойлер. Розе закрепила за собой мировой рекорд и статус королевы YouTube. Иви выходят на финишную прямую перед камбэком и уже раскачивают публику тизерами. Вопросы к вам, Арми, что для вас громче? Возвращение Юнги или рекорд Розе? Чувствуете ли вы, что Юнги действительно готовит сольный проект, или карты просто красиво пошутили? И кто из девушек Айви станет лицом этой осени? И пока айдолы готовят релизы, в мире кипит другая сцена – недели моды. Нью-Йорк уже отгремел, Лондон закрылся, и теперь весь фокус на Париже и Милане. И вот вопрос. Кто формирует стиль поколения? BTS или западные звезды? Начнем с Юнгкук и его компании для Calvin Klein. Фанаты пишут: Джей Кай сделал для CK то же, что Harry Styles сделал для Gucci. Оба играют на сексуальной энергии, оба ломают стереотипы, но при этом Юнгкок дает чистый рокшик, а Харри идет в сторону театральной эксцентрики В и Селин. Если ставить рядом с Зендая и ее сотрудничеством с Валентино, то мы видим одинаковый уровень. Это не просто амбассадоры, это иконы. Превращает люкс в драму на корейский лад. Зендая в киношную историю на красной дорожке. РМ и Bottega Veneta. И здесь сравнение с Тимоте Шаламет, который стал лицом Шанель. Это уже чистый минимализм и интеллигентный шик. РМ дает вайб философа и лидера, Тимоти с художника и подростковой мечты, и Джимин с Dior. В западной культуре ту же роль играет Кайли Дженнер в Жан-Пол Гольтье. Здесь акцент на мягкой силе, образы не агрессивные, а харизматичные, создающие желание повторить. И, наконец, Джин, который сегодня появился на показе Gucci в Милане. Белая рубашка, строгие брюки, чистая элегантность. И весь интернет пишет «Gucci Royalty», «The Face of Gucci». Это уже 3-е его появление как Global Ambassador. И каждый раз он подтверждает, что статус короля Gucci закреплен за ним официально. И вот вопрос к вам, Арми. Кто сильнее задает тренды? BTS на Востоке или западные селебрити на красных дорожках? И ждете ли вы BTS на Парижской неделе моды в этом сезоне? Пишите в комментариях. 22 сентября стало днем двойных сигналов. Вечером Тэхён вместе с РМ появился на премьере фильма No Other Choice. Он выглядел уверенно, улыбался для камер, но внимательные фанаты сразу заметили, его взгляд был тяжелее обычного. Карты подтверждают. Внешне сила, а внутри грусть и ожидание. Причина проста, рядом не было Чонгука. Отдельная деталь – выбор образа. Тэхён вышел в брюках от Селин, свободных и заметных, совсем не в классике, к которой мы привыкли раньше. Фанаты обсуждали, он просто идет за модой или это скрытый сигнал. Карты показали и то, и другое. Поддержка бренда, но вместе с тем личный намек, жест для тех, кто умеет читать между строк. А уже глубокой ночью включается Чонгук. Лайв без камеры, с оправданием про прыщ, со словами о сонливости и усталости. Музыка спокойная, убаюкивающая, сам эфир короткий. Но карты сказали, это был жест не для всех.
Рыцарь чаш и двойка чаш – это послание для одного человека. Чонгук не показал лицо, но показал связь. Факты просты. Премьера прошла около 8:30 вечера. Лайв начался после часа ночи. Между ними почти 5 часов разницы. Но в фанатской картине это все равно выглядит как дуэт. Один появляется в свете камер, другой выходит голосом из темной комнаты. Один дает сигнал через одежду, другой отвечает эфиром. В этот день они снова сыграли вместе, но без совместного кадра. И карты это только подтвердили. Разные пространства, разное время, но одна история. В комментариях. Самые интересные мы обсудим в следующем видео. Всем пока, обнимаю. Freedom call and feel the rhythm. Joyful beats that heal the system. Healthy minds and souls unite. Dancing through the endless night. Purpose clear, we hold it high. Touch the stars up in the sky. Beautiful children.